Пощечина Путину и его дипломатии. Целый регион отворачивается от Москвы после более чем резкого послания главы государства. Президент готов отдать часть территории ради прекращения боевых действий, но его слушать не хотят. Почему? Досмотрите. Решающий момент войны. Москва готова заявить о победе, а Киев признать поражение? Или все не так просто? План раскрыт. Масштабная переброска войск, нагнетание обстановки и ослабление позиций. Ради чего? Расскажем все в деталях. Кремль отказался от своих требований. Украина заключила выгодную сделку, а в США заявили о поражении президента. Об этих и других главных событиях утро понедельника, 17 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Под Покровском сейчас происходит то, что внешне выглядит как решающий момент войны, но настоящая интрига в другом. Западные эксперты уверяют, что даже падение города не изменит исход битвы. Покровское направление вот уже 18 месяцев, одна из самых измотанных зон фронта. Последние недели россияне пытаются проломиться в город сразу с 3 сторон, но даже в случае отступления украинских сил битва не принесет ни Москве решающей победы, ни Киеву поражения. Тем временем Украина вынуждена перебрасывать силы, чтобы держать сразу 2 ключевых узла – Покровск и Гуляйполе. Значение этой операции лежит не в тактике, а в политической плоскости. Переломный момент, скорее всего, уже пройден. После краха обороны Покровска и соседнего Мирнограда бои на северо-востоке Донецкой области продолжатся, поскольку Украина удерживает другие укрепленные города региона. Однако следующая кампания может развернуться не на северо-востоке Украины, а в Вашингтоне. Эксперт утверждает, Москва раскручивает битву за Покровск и запугивает цифрой в 150 тысяч военных, чтобы давить на Вашингтон. По его словам, это своеобразное столкновение характеров Путина и Трампа. Российский диктатор пытается демонстративно показать успех и вернуть расположение американского президента, который предпочитает сторону, которая выглядит сильнее. Еще 2 недели назад было понятно, что пребывание наших заблокированных подразделений, отдельных малочисленных групп в Покровске не имеет никакого военного смысла. Они никак не могли сдержать натиск противника и могли остаться лишь в качестве смертников, если их не вывести. Их не вывели, не сделали коридор. В игру вплетаются и новые жесткие санкции США, которые могут быть попыткой подвинуть Россию к завершению войны. Но если Покровск перейдет под контроль Кремля, Трамп может воспринять это как преимущество Путина. И такая динамика, по мнению аналитика, куда опаснее ситуации на карте. На земле темп российской атаки упал, логистика буксует, ротация срывается, а точечные удары сил обороны по командным пунктам вызывают всплеск дезертирства. В Афинах прозвучала фраза, которая может заметно изменить украинский энергетический баланс. Греки и украинцы говорили о политике и безопасности, но ключевая деталь всплыла только позже, и она касается газа. Владимир Зеленский сообщил на встрече с президентом Греции, что Украина начнет получать газ из Греции уже в январе. Речь идет о поставках СПГ. Топливо будут доставлять из Александрополиса в Одессу, открывая для Киева новый маршрут и дополнительный источник энергобезопасности. Ви знаєте, пане президенте, сьогодні великий такий виклик для України, українського народу – ця зима. Зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І тут не вистачає тільки політичної підтримки, тут є ще підтримка предметна. Я дуже радий, що упродовж цих місяців ми працювали над домовленостями двосторонніми щодо підтримки, энергетичной підтримки Украины. Премьер Греции подчеркнул, что для Украины это означает стабильные энергетические поставки, а для самой Греции повышение стратегического веса. Страна превращается в важный транзитный узел для американского сжиженного газа, который пойдет дальше в Центральную и Восточную Европу.
Президент предложил отдать часть территории страны под контроль, только бы остановить военное вмешательство, но эти переговоры были заморожены. В Карибском море сейчас творится то, что сами американские союзники называют силовой демонстрацией без плана. Но настоящая интрига раскрылась не в перемещениях кораблей, а в том, что в Вашингтоне до сих пор не могут объяснить, куда именно ведет эта эскалация. Администрация Дональда Трампа резко нарастила давление на Венесуэлу. Крупнейший авианосец США Джеральд Форд направлен к ее берегам. Общее число американских военных в регионе выросло до 15 тысяч. Это максимум за десятилетие. Трамп последние 2 дня проводил в Белом доме совещания, рассматривая варианты спецопераций и прямых ударов по территории Венесуэлы. Он признает, что примерно принял решение, но держит его в тайне. Официальная версия – борьба с наркотрафиком, но она не объясняет, зачем к перехвату быстрых катеров направлять авианосец, бомбардировщики Б-52 и Б-1, а также спецподразделения, которые раньше работали в Афганистане и Ираке. Тем более, что Мексика и Колумбия, главные маршруты наркотиков в эту операцию, вообще не вовлечены. Армада не может оставаться там вечно. Либо победит Трамп, либо Мадуро. Если он не уйдет. Президент Трамп проиграл это сражение. Неформально в администрации обсуждают другое. Огромные нефтяные запасы Венесуэлы. Это около 300 миллиардов баррелей. Эксперты уже называют происходящее хаотичной смесью борьбы с наркотрафиком, демонстрации силы и попытки принудить Каракас к уступкам по нефти. Мир, мир, мир. Делать все ради мира. Как говорил Джон Леннон, правда? В Вашингтоне признают, Си Цзиньпинь внимательно наблюдает, как США переносят внимание в Карибский бассейн. Пропагандист Прилепин жалуется, Москва якобы пытается передоговориться, обещает не трогать Зеленского, не проводить денацификации и даже не стрелять большими бомбами. Но Запад навстречу все равно не идет. Он ссылается на позицию Трампа, который, по его словам, отказал России в Донбассе, Запорожье и Херсоне. Потому что как мы сейчас играем с Трампом? Мы что-нибудь такое совершаем немножечко и глядим на Трампа. Трамп, ты видишь, мы как бы у нас новые договоры с Африкой, у нас с Индией, там, да, и косимся на него, там, да. А вот когда мы перестанем коситься на него, а просто отвернемся спиной и начнем вот это вот производить. Завезем 25 тысяч кубинцев на войну, поставим 4 военные базы в Венесуэле. И тогда нам постучатся в дверь и скажут: ребят, давайте договоримся. Ну, понятно, что вы что-то там... Вот это ощущение самурайской отмороженности, которое, кстати, есть у Северной Кореи, России необходимо. Не хватает самурайской отмороженности, оказывается, людям, которые устроили весь этот террор в Украине. К слову, 16 ноября российская артиллерия днем обстреляла детскую площадку в Харькове, видимо, с чувством глубокого сожаления. В Ташкенте прозвучала фраза, которая мгновенно изменила тон всей встречи лидеров Центральной Азии. Сначала это звучало как дипломатический реверанс, но уже через несколько минут стало ясно, регион официально закрывает эпоху изоляции и делает это без оглядки и без участия Москвы. Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. По сути, Токаев дал понять, регион становится самостоятельным игроком, а внешние силы – только добавочные элементы. Именно эту мысль многие прочли как прямой сигнал России. Центральная Азия больше не в ее орбите, а сама диктует правила. И изменения ощутимы, если раньше Астана шла в фарватере российской дипломатии, теперь за влияние конкурируют США, Китай, Турция, ну и сама Россия. Токаев ловко использует эту конкуренцию, укрепляя региональные институты и расширяя поле для маневра. 7 дней, которые могут решить судьбу единственного нефтеперерабатывающего завода страны. Но настоящая интрига становится понятной только после того, как США озвучили свои условия. Вашингтон требует полного выхода российских владельцев из компании NIS, оператора сербского НПЗ. На выходных американцы дали акционерам 3 месяца, чтобы найти покупателя. А вот сербские банки уже заморозили операции компании. По оценкам правительства, сырья на заводе хватит только до 25 ноября. Александр Вучич заявил, что хочет избежать национализации российских активов, но готов сделать предложение выше рынка, если переговоры Москвы с азиатскими и европейскими партнерами провалятся. На это все у страны есть неделя.
To nije naše većinski, to je većinski rusko. Это в основном не наше, это в основном принадлежит России, и они имеют право принимать решения об этом, но мы имеем право жить. И поэтому я хочу, чтобы мы исчерпали каждую возможную опцию, прежде чем переходить к процессу взятия управления, этого, того или чего-либо еще, что все остальные уже сделали, болгары, румыны и все остальные в первый же день. Контрольный пакет НАЭС 56% у «Газпромнефти» и «Газпрома». Россияне сообщили о готовности передать управление третьей стороне, чтобы вывести НАЭС из-под санкционного удара. В последние несколько месяцев вы и все мы здесь сделали все, о чем просили наши друзья из России. Они вели переговоры, мы поддерживали. Они говорили, мы поддерживали с одной стороной, со второй, с третьей. Неважно, и ничего из этого не вышло. Министр финансов также предупредил, если санкции затянутся, под угрозой окажутся экономический рост Сербии, ее кредитные рейтинги и поток иностранных инвестиций. Из выступления Биньямина Нетаньяху стало ясно одно: он готов сделать то, что снова обострит ситуацию и в Газе, и в регионе в целом. Но главный его сигнал прозвучал только после короткой паузы и стал куда жестче прежних заявлений. Премьер дал понять, что никакого недемилитаризованного сектора Газы, где Хамас сохранит позиции, Израиль не допустит. По его словам, территория будет полностью разоружена, и это соответствует 20-пунктному плану администрации Трампа. Он подчеркнул, что Хамас лишат оружия по-хорошему или по-плохому, и он, и Дональд Трамп придерживаются одной линии. Вопрос якобы отсутствующей демилитаризации той части Газы, которая находится в руках Хамас. Такого не будет. Даже в плане из 20 пунктов и во всем остальном эта территория будет демилитаризована, а Хамас разоружен. Это произойдет либо легким путем, либо тяжелым. Что касается палестинского государства, наше противодействие палестинскому государству на любой территории к западу от реки Иордан, это противодействие существует. Оно действительно и не изменилось ни на йоту. Премьер добавил, что ему не нужны подтверждения, твиты или лекции. По его словам, курс Израиля остается прежним. Никакого вооруженного Хамаса и никакой палестинской государственности на этой территории. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.